игры. Как часто вы слышите слово «игра»? Неважно, какой ответ вы скажете, скажу лишь, что ее значение уходит далеко за пределы обычного развлечения, возможно, и жестокости. Но сейчас больше всего важно увидеть ту сторону видеоигр, к которой многие не хотят притрагиваться. Возможно, вам будет неприятно, возможно, вам будет страшно, возможно, вы будете злы на меня после этого, но прошу вас просто досмотреть это видео до конца. Ведь мы погружаемся в самую пучину тьмы видеоигр. Я мистер Джек, и я буду вашим фонариком, освещающим дали непроклятной тьмы. Начнем, пожалуй, с малого. Кто знает Flappy Bird? Знаменитая игра, что даже в Гугле ставили ее измененную версию как пасхалку. Задача игры проста – полететь сквозь трубы и не умереть. Однако, давайте взглянем не на нее, а на создателя. После успешного распространения Dong Nguyen под издательством G-Studio они получили по $50 тысяч в день за рекламу внутри нее. Все было чудно, но игроки стали массово присылать гневные отзывы и письма. Также ему угрожали. Nguyen больше не мог этого выносить и сказал: простите, игроки Flappy Bird. Осталось 22 часа до того, как Flappy Bird уйдет. Я не могу больше этого выдерживать. Dong Nguyen удалил игру с App Store и Google Play, и его жизнь стала лучше, чем раньше. Ну как вам история? А мы начали лишь ходить. Такое начало мне кажется немного скучным, не находите? Давайте немного сократим наш путь и перейдем к более темным историям. Берсерк – старая аркадная игра. Цель игры – убивать роботов-убийц, которые охотятся за вами. Касаться стен тоже нельзя, иначе вы умрете. Кто же знал, что роботы, захотевшие убить человечество, действительно смогли добиться этого? Джек просто играл свою любимую игру в своем аркадном автомате. После некоторого времени, когда набралось 16 660 очков, он упал и умер от сердечного приступа. Об этом даже шли легенды. Питер Бутовский словил сердечный приступ после игры в Берсерк. Кларк со своими друзьями пришли в этот же самый зал с автоматами, и они подошли к тому же самому автомату Берсерк, от которого умер Питер Бутовский и Джек. На нем лежали монеты. Он взял одну и начал играть. Пришел 16-летний Педро Робертс. И он сказал, что это его монеты, и он должен теперь ему. Затем между ними возникла ссора. Охранник, конечно, смог их разнять и отправить Педро из помещения. Через 10 минут он отправил и второго в другую сторону. Однако тот не последовал его совету, что было ошибкой. Потому что на переулке прятался Педро, который пронзил ножом Эдварда Кларка. Вскоре он скончался по прибытию в больницу. Педро Робертс будет осужден в 1990 году за убийство, и ему дадут 11 лет тюремного заключения. Это всего лишь пиксельная игра. А дальше больше. Кажется, свет начал. Слышите? Не волнуйся. Я смогу еще подержать. Брейвик Андрес Берик устроил 2 теракта 22 июля 2011 года, в котором убил 77 человек. В суде он сказал, что тренировался в Call of Duty Modern Warfare. Лестер Луис и Петр Хафмир любили играть в World of Warcraft по несколько часов, однако забыли о своих 5
и 10-летние дочерях, которым они запрещали выходить даже в школу. Сосед позвонил в полицейское управление Анахайма, которое провело проверку благосостояния и обнаружило детей с коркой грязи на ногах, спутанными волосами, поврежденными зубами, которые невозможно восстановить, и истощенными, говорится в сообщении. Следователи обнаружили кухонную технику, покрытую плесенью и паутиной, груды мусора, самим мусором, плесени и фекалией по всему дому, кучу использованных презервативов под плюшевой мишкой и неработающие туалеты, говорится в сообщении также. Благодаря полиции Архайма они были спасены. Лестер приговорен к 5 годам тюремного заключения, Петра к 3 годам и 4 месяцам колонии строгого режима. Закари Берджес решил проверить, весело ли будет повторить преступление из GTA. Поэтому он украл грузовик и удержал пассажирку насильно. По уходу с парковки он сбил 9 автомобилей. Девушка успела спрыгнуть с грузовика и позвонить в полицию. Никто не пострадал. Его последили, однако внесли залог $80 тысяч. 19-летний Люк Маршалл ударил своего старшего 21-летнего брата двусторонним топором, так как тот пожаловался, что его игра слишком громкая. Старший брат отделался раной на руке и ноге. Ну вот и доказательство, что видеоигры плохо влияют на людей, скажут многие родители, которые то и дело говорили против них. Однако, давайте спустимся поглубже в тьму. Дальше света больше нет. 38-летняя женщина в Ленинградской области убила своего сына 10 ударами по голове и другими частями тела. По словам женщин, она была озлоблена тем, что тот играл в компьютерные игры. Он просто играл в игры. А теперь представьте, эти родители, которые постоянно говорили о зле видеоигр, также обращаются со своими детьми. Они этого не замечают, но их действия заставляют из их ребенка превращаться в настоящего демона, который в один день не выдержит и убьет их. А ребенка обвиняют в том, что тот просто играл в игры. Тьма продолжается, однако моего света недостаточно, увы, но видеоигры имеют больше там, чем я могу себе позволить. Неужели они настолько плохи, скажете вы? Нет. Просто так вышло в том или ином месте. Видеоигры имеют и светлые стороны. Например, они помогают людям с инсультом улучшить двигательную систему. Они помогают грустным людям улучшить свое настроение и даже пройти некоторым творческим вдохновлением. Это просто темные факты, которые так или иначе были связаны с видеоиграми. Однако моим словам не стоит доверять полностью. А нужно тщательно изучить все, ведь я тоже могу ошибаться. Ссылки будут в описании на все источники информации. Например, я не сказал, что первые 2 жертвы Берсерка были раньше с проблемами в сердце. Или то, что женщина из Ленинградской области была еще и пьяна. В общем, следует покопаться уж точно. Люди могут осуждать все, что угодно, и об этом могут говорить на всех телепередачах. Такое происходило не только с играми, с аниме, с книгами и верой. Я называю это эффектом охоты на ведьм. Если кратко, то эффект охоты на ведьм — это когда часть общества, в большинстве случаев их больше меньшинства, не признает одну часть культуры и считает ее полностью непригодной, оскорбительной, враждебной или еще хуже. Поэтому общество старается пресечь, оскорбить, доказать ложь, переубедить или еще хуже. Меньшинство, которое отрицают, вынуждены проживать свою жизнь, скрывая свою культуру и, возможно, боясь о ней говорить или перечить большинству. Думаю, многие заметили такой эффект. Однако в Википедии и я не нашел такого эффекта. Если найдете похожий эффект в Википедии, то сообщите мне об этом. Также, если Утопия Шоу смотрит это, то, возможно, я подала ему отличную идею для видоса. Ведь об этом совершенно мало говорят. На этом я с вами прощаюсь. Было славно прогуляться с вами во тьме еще раз. Надеюсь, мы с вами увидимся еще раз. Кто знает, что тьма от нас скрывает еще. Наверное, оно и к лучшему. Удачи и хорошего настроения. Не идите во тьму без света в душе.
Вас провожал мистер Джек. И на этом я заканчиваю свою